когда родил один выпуск за последние полгода, наверное, и типа вернулся на YouTube. Побеждаю лень. Сам по себе термин «супергруппа» появился в 60-х годах прошлого века и означает музыкальную группу, состоящую из уже известных и знаменитых музыкантов. В то время композиторы классики в основном работали сольно, а джазовые музыканты предпочитали создавать свои собственные одноименные группы после того, как становились известны. Феномен супергрупп стал зарождаться тогда, когда у рок-музыкантов стали возникать непримиримые разногласия с другими участниками их коллективов. Единственным логичным решением было то, что участники расходились и сходились, но уже с другими музыкантами-единомышленниками. Несмотря на то, что многие супергруппы существовали только в течение записи альбома или тура, большинство из них появлялись с намерением создать что-то еще, что-то большее и лучшее, чем предыдущие группы их участников. Некоторые преуспели в достижении этой цели, а некоторые, конечно же, провалились. Прежде чем группу можно было считать настоящей супергруппой, необходимо соблюсти несколько критериев. Во-первых, каждый участник должен ранее играть в коммерческой или и успешной и популярной группе. Например, есть такой коллектив, как Velvet Revolver или Velvet Revolver, как вам удобнее. Так вот, эта группа может считаться супергруппой, потому что Slash, Duff McKagan, Matt Sorum и Scott Weiland ранее играли в коммерчески успешных группах, таких как Guns N' Roses и Stone Temple Pilots, а их ритм-гитарист Дэйв Кушнер получил признание критиков за игру в группах Wasted Youth и Infection Groups. Во-вторых, группа не может быть просто устоявшейся группой с новым участником. Если все участники группы, кроме одного, ранее вместе играли в одной группе, то новая группа не может называться супергруппой. Например, Audioslave не были супергруппой, потому что они по сути были Rage Against the Machine, где Крис Корнелл поменялся местами с Заком Де Ла Рочем. Точно так же, как и Van Halen не стала супергруппой, когда Сэмми Хаггар заменил Дэвида Ли Рота. Но про Audioslave я бы поспорил, потому что когда Крис Корнелл пришел в группу, коллектив поменял название, а Van Halen не поменяли название. С другой стороны, на Википедии написано, что Audioslave это супергруппа. Я, в общем, запутался. Давайте так, я буду называть Audioslave супергруппой, во-первых, потому что я их очень люблю, я очень люблю Криса Корнелла, во-вторых, потому что они все-таки поменяли название, да, и в-третьих, потому что мне так хочется. Поэтому пойдем дальше. И, наконец, последний, самый важный и, возможно, самый трудный для оценки критерий состоит в том, что супергруппа должна быть чем-то большим, чем просто сумма ее частей. Многие звездные проекты не оправдали ожиданий, но настоящей супергруппе обычно удается добиться некоторого коммерческого успеха, или хотя бы успеха у критиков. А теперь давайте вспомним отцов термина супергруппа. Номер 1. Группа Cream. Cream – это британская рок-группа, состоявшая из гитариста Эрика Клэптона, бас-гитариста Джека Брюса и барабанщика Джинджера Бейкера. Ох, господи, что за люди там играли. Cream часто называется первой супергруппой в истории рок-музыки. На момент основания группы у всех троих был весьма солидный послужной список. Эрик Клэптон начинал в The Yardbirds. В Штатах его не знали, так как он ушел из группы еще до того, как их композиция For Your Love попала в американский топ-10. Но у себя на родине он пользовался заслуженной славой одного из лучших гитаристов. За плечами Джека Брюса было участие в ритм-н-блюзовой команде Graham Bond Organization и недолгое пребывание в Blues Breakers. Бейкер же, поработавший почти со всеми английскими джазменами, еще в 1962 году присоединился к известной ритм-н-блюзовой группе Blues Incorporated. К моменту распада чуваки успели записать 4 полноформатных пластинки. Номер 2. Bad Company. Bad Company – британская супергруппа, созданная в ноябре 1973 года в Олбери, графство Суррей, певцом Полом Роджерсом, гитаристом Миком Ральфсом и барабанщиком Саймоном Кирком. Позже к ним присоединяется басист Босс Баррелл. Bad Company пользовалась большим успехом на протяжении 70-х годов прошлого века, а их 3 первых альбома достигли пятерки лучших альбомных чартов как в Великобритании, так и в США. Это было очень круто, поверьте. А еще группа продала более 40 миллионов копий своих альбомов по всему миру. Пол Роджерс, в частности, с 2004 года по 2009 был вокалистом проекта Queen плюс Пол Роджерс. Очень круто, очень. Номер 3. Crosby, Stills, Nash & Young. Первоначально Кросби, Стилс и Нэш. Так вот, эта группа – это музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающих преимущественно в стиле фолк-рок.
Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стилс и Грэм Нэш. Временами к ним присоединялся Нил Янг, и вот тогда группа выступала и записывалась под названиями 4 имен, да? Кросби, Стилс, Нэш и Янг. Группа распалась в 1968 году, а последний альбом выпустила в 2009 году. Я думаю, что на сегодня хватит. Супергрупп было и будет действительно дофига. Вот вам небольшой список из того, что вы можете погуглить и потом послушать. А еще лучше перейти по ссылке в описании и лично ознакомиться со всеми более подробно. Слушайте хорошую музыку и будьте здоровы. Выпуск про Грэмми обязательно будет. И будет скоро. Вы подпишитесь на канал, а я побежал его делать. Всем пока.